Всем привет! Лично я очень ждал выхода этой модели LA11 от китайской фирмы HobbyBots в 48 масштабе. И очень захотелось показать ее вам. Стоимость набора 3371 рубль. В обзор добавил и LA11 от российской фирмы ARC Models, которая вышла в продажу в прошлом, 2020 году. Стоимость российского набора 762 рубля. Ну и давайте посмотрим разницу. Начнем с LA11 от HobbyBoss. В набор входит рекламная брошюрка, пакеты с литниками, инструкция, декаль и цветная вкладка со схемой окраски самолета. Первый литник. Фюзеляж, закрылки, стойки шасси, кабина пилотов, ПВД, мачта радиоантенны. Первая отличительная черта данной модели от российского производителя – это имитация клепки. Это огромнейший плюс. Более тонкая и, на мой скромный взгляд, более верная в этом отношении расшивка. Чуть позже мы посмотрим на нее от ARC Models. Следующее отличие – это ярко выделенные две полосы, которые на LA11 сильно выделяются чуть ли не зеркальным металликом на окраске. Посадочные щитки в модели проработаны отдельными деталями, причем в двух вариантах. Можно поставить их и в выпущенном положении. Литник с крылом. Всего 3 детали. Правая и левая верхние поверхности и нижняя. На элероне хорошо выделена полотняная обшивка. Ну и на крыле тоже, как и на фюзеляже, прекрасно показана имитация клепки. Заключительный третий литник. Винт двигателя, приборная панель, стабилизатор, колеса шасси. На винте выделены места, которые в некоторых вариантах окраски выделяются желтым цветом. Удобно ли это? Может быть и да. Прекрасно проработана приборная панель. Полотняная обшивка как руля направления, так и руля высоты. Хорошие колеса, прекрасно проработаны диски. Но колесо состоит из двух частей, так что шов придется убирать. Есть полоса на коке винта. Если ее проработать смывкой, то будет хорошо заметно. Тем более, что кок красится в яркие цвета. На кресле пилота есть имитация привязных ремней. Литник с прозрачными деталями. Фонарь собирается из 3 частей, поэтому в принципе можно сделать кабину и открытой. Ну и здесь, конечно, клепка. Детали тонкие и достаточно прозрачные. Лист декали, приборная панель и 4 варианта окраски. Рекламная брошюрка. Ну, чисто для рекламы, наверное. Инструкция. Инструкция черно-белая.
Содержимое набора и сборка. Здесь, в принципе, все стандартно. Цветная вкладка с вариантами окраски самолета и схемы нанесения декалей. Первый вариант ВВС КНДР. Второй вариант Ла-11 советских ВВС. Вариант номер 3 ВВС Китая. И четвертый, пожалуй, самый популярный вариант ВВС СССР в красном цвете. Ну, с хобби-боссом разобрались, теперь перейдем к AAC Models. Итак, набор от российской фирмы стоимостью 762 рубля. Год выпуска 2020. Внутри коробки пластиковые детали, декаль, инструкция для сборки, 3D декаль и цветная вкладка с вариантами окраски модели. Фюзеляж самолета состоит из двух половин. Заднее колесо выполнено вместе со стойкой, что отяжеляет покраску этой детали, но не делает ее невозможной. Расшивка очень глубокая, но это по моему мнению. Переразмеренная. Имитация клепки отсутствует. Но не забывайте, что модель стоит в 4 раза дешевле китайского аналога. Здесь, в принципе, есть над чем подумать. Крыло, так же как и у Hobby Boss, состоит из 3 основных частей. Но здесь отдельной деталью идет элерон. И скажу, что я собирал эту модель, и проблем с соединением деталей между собой не возникло вообще. Так что стыкуемость отличная. И в конце покажу собранную, но правда еще не доделанную модель. Ну и давайте визуально сравним крыло с Hobby Boss. Размер идентичен абсолютно. Очень отличается расшивка. Ну и клепка, естественно. Литник номер 3. Винт, стабилизатор, руль направления, стойки шасси, колеса. Кок винта абсолютно гладкий. Колесо выполнено 2 частями, но диск целиком отлит с одной частью покрышки. Приборная панель без приборов, но здесь это верное решение. Кресло пилота без ремней. И здесь тоже все верно. Есть имитация полотна на руле направления. Ну, совсем неплохо. На прозрачном литнике даны 2 фонаря, выполнены в одну деталь. Они одинаковые. Зачем 2, не знаю. Но 2 лучше, чем 1, в запас. Также здесь имеется бронестекло. «3D декаль» – офигенная вещь. И она, возможно, может поставить эту модель в один ряд с Hobby Boss. Ну, приблизить точно. Здесь даны приборная панель, поэтому в пластике она лысая, и привязные ремни, поэтому их в пластике и нет. В комплекте декаль фирмы Бегемот
а значит качество чумовое. Это я проверил, и это действительно так. 4 варианта окраски. Инструкция черно-белая, абсолютно нормальная. Все очень просто и понятно, проверял. Единственная проблемная вещь в наборе – это прозрачная часть крыла. Под эту деталь нужно самому вырезать посадочное место, и здесь могут возникнуть сложности. И она очень хрупкая, будьте аккуратны. Цветная схема окраски и нанесения декалей. Первые 3 варианта советских ВВС, ну один из них естественно красного цвета. И 4 ВВС Китая. А вот, как и обещал, показываю чуть недоделанную модель от российского производителя. На нереально контрастный пришейдинг не обращайте внимания, мне так надо. Скоро увидите зачем. Антенны еще не натянул. Стекло на крыле не обработано, но это тоже так надо. И это и есть проблемная часть этого набора. Модель, очень посоветую, вот прям очень. Приятная и быстрая сборка, если не заморачиваться с клепкой. И прекрасный самолет сам по себе. А по хобби-боссу сказать пока ничего не могу, хотя и очень хочу. Может быть позднее как-нибудь. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Приобрести Ла-11 вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Приятных вам сборок! Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.